Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я вам покажу рецепт пирога с капустой. Вернее, сегодня я вам покажу рецепт теста, который вы обязательно запишете и который вы обязательно будете повторять много-много раз. Это тесто получается замечательное, вкусное и подходит ко всему. Попробуйте его приготовить. У меня рецепту этому, наверное, уже очень много лет. Я его пеку и никогда я его не меняю. Начнем печь, мои дорогие. Сегодня начинаем приготовление с начиночки. Начинка у нас будет капустная. Здесь у меня 1 качан капусты. Приблизительно вес у него кило 200 на кило 200 грамм. Разделяем пополам. Нужно будет нашинковать капусту. Режем капусту. Вначале делаем начинку, а потом уже сделаем тесто. Вот так я всю капусту нарезала. Смотрите, чтобы не было таких длинных кусочков, конечно, лучше, потому что все-таки будет пирог у нас. В сковороду, в глубокую сковороду отправляем немножко любого растительного масла, приблизительно 4-5 столовых ложек здесь у меня, и укладываю всю капусту. Я не жарю ни лук, ни морковку. Здесь вы уже сами на свой вкус. Можете обжарить лук с морковкой, можете добавить что хотите в капусту, кто что любит. Всю капусту я отправляю сразу. Сверху 1 чайная ложка полная соли. Если берем кочерышку, то получается где-то у нас остается кило 100 от полного кочана капусты. Закрываю крышкой, оставляю на 5 минут. Через 5 минут ровно переворачиваю. Капуста тихо-тихо у нас садится. Сейчас я ее накрою еще раз. И оставлю еще буквально на 5-7 минут. Переворачиваю еще раз. Видите, капуста уже полностью села. И оставляю еще на 2-3 минутки. Все, капуста готова у нас. Выключаем плиту. Здесь уже у меня черный перец. Конечно, это все уже по вкусу. Перемешиваем хорошенько. Таким образом, капуста получается очень сочная и очень вкусная. Без добавления воды я ее тушу. Здесь, смотрите, мои дорогие, в капусту вы можете добавить отварные яйца. Можете отварить 4-5 яйца и мелко порубить их. Тоже получается очень-очень вкусно. Обязательно перекладываем капусту в другую посуду. В сковороде не оставляйте горячей, чтобы она не пустила больше у нас сока, чтобы она не была у нас такая мокрая. Перекладываем и оставляем, чтобы капуста остыла. Теперь начинаем делать тесто. Для теста нам нужно будет взять 750 грамм муки. Отправляем муку в такую неглубокую, но большую посуду. И здесь у меня 200 грамм сливочного масла холодного. Можете, конечно, взять и маргарин. Начинаем натирать масло или маргарин на терочке, на крупной стороне терки. Нам нужно будет сделать крошку. Перетираю всю крошку. Масло с мукой должно стать вот такое. Вот такая масса у нас должна стать, сухая, смесь вернее. И здесь у меня 2 яйца. 2 яйца и 1 белок. И 1 белок отдельно я оставляю, потому что нам этот белочек понадобится потом. В тесто идет 2 желтка и 1 белок. И здесь у меня 500 мл кефира. Кефир берем любой жирности. Добавляю яйца в кефир. Сюда же добавляю 1 чайную ложечку соли. И нам нужно будет добавить сюда 1 чайную ложечку соды. Все это хорошенько перемешиваем. Сюда же добавляю 1 столовую ложку уксуса. Уксус я добавляю не для того, чтобы уксус погасил соду. Сода гасится у нас кефиром. Соду я добавляю, чтобы тесто у нас было хрустящее. И всю эту массу кефирную вливаем в мучную смесь. Быстренько перемешиваем. Венчиком, лопаточкой, кому как удобно. Все равно придется все это потом нам смешать руками. Теперь нам нужно будет объединить, собрать всю эту массу в один комок. Все это делаем быстренько. Не обязательно ничего замешивать, пускай остаются кусочки масла, тогда же лучше будет. Вот такой комочек у нас получается. Делим пополам.
И нужно будет тесто отправить в холодильник, буквально на 20 минут. В морозилку класть не нужно. 10, 15, 20 минут достаточно. Накрываю пленочкой и кладу в холодильник. Нам это нужно будет, буквально эти 10-15 минут нам нужны, чтобы и капуста остыла, и тесто немножко полежало в холодильнике. Прошло у меня сейчас ровно 20 минут. Тесто я буду раскатывать сразу на пергаментной бумаге. Чуть-чуть муки подсыпаем на бумагу. И раскатываем тесто, первый кусочек теста. Немножко прилипает, подсыпаем мукой. Приблизительно 30 диаметров у нас получается вот такой круг. Пирог получается большой. Переношу вместе с бумагой на противень. Противень у меня диаметром 30 на 40. И вот видите, можете, конечно, сделать любой формы. Можете квадратной формы сделать, можете удлиненной. Я делаю круглым. Сегодня пирог. Всю капусту отправляю сюда, сверху. Как я вам уже сказала, сюда можете добавить все, что хотите. Даже мясо с капустой тоже получается очень-очень вкусно. Ровненько распределяем. Духовку включаем разогреваться на 200 градусов. Приблизительно 30 сантиметров у нас получается диаметром круг. И второй кусочек нам нужно будет раскатать. Точно так же. Его я уже раскатываю без бумаги. Видите, все равно тесто не прилипает. Оно чуть-чуть липнет, буквально чуть-чуть к скалочке. Раскатываем. Опять-таки круг 30 на 30 приблизительно. И переносим сверху. Это наша крышечка будет. Теперь нужно будет все наши краюшки хорошенько закрыть. Защипляем вот таким образом. Духовку я включаю разогреваться на режиме вверх-вниз. На 180 градусов, как я вам уже сказала. И вилочкой пройдемся еще раз по бокам. Мои дорогие, из этого теста можете печь что угодно. Прекрасный получается пирог с яблоками, прекрасный получается пирог с картошкой, с грибами. Все, что хотите. Прошлись вилочкой по краешкам. И вот теперь вот такие надрезики я делаю буквально приблизительно по 1,5 сантиметра каждый. И соединяем, делаем вот такие ушки. Я сегодня пирог так украшаю. Вы, конечно, можете украсить как хотите. Один белок, который у нас остался, и 1 столовая ложечка молока. Белок нужно будет разбить, хорошенько размешать с молочком и смазываем. Очень многие меня спрашивают, почему я смазываю белком, а не желтком. В каких-то случаях я смазываю желтком, в каких-то белком. Обязательно делаем вот такие проколы вилочкой, чтобы пирог наш дышал по мере выпекания. Пирог не будет выпекаться очень долго, потому что тесто не толстое, как вы уже поняли, тоненькое. Пирог сегодня у меня выпекался ровно 30 минут. Как только он приобретет вот такой золотистый цвет, он уже готов. Режем и пробуем. Корочка получается сверху хрустящая, внутри он получается мягкий, нежный и очень вкусный. Сверху не нужно его смазывать никаким сливочным маслом, ни сливочным, ни растительным. Нам нужна именно вот эта хрустящая корочка. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Попробуйте его спечь. Честно говоря, я вообще очень люблю выпечку с капустой. Мне нравятся и капустные пироги, и капустные пирожки, и все, что связано с капустой, и салаты. Но попробуйте, этот пирог вам точно понравится. Он очень вкусный. И просто салатом вам заменит даже обед. И на завтрак со сладким чаем тоже вкусно. Ну что, мои дорогие, мне кажется, сегодняшний рецепт всем понравится. Заваривайте чай, пейте мой капустный пирог со сладким чаем. Всем приятного чаепития, приятного аппетита. Со всеми прощаюсь. До новых встреч на моей кухне. Всех люблю. Пока-пока.